Привет, друзья! В этом выпуске, наверное, не порадую вас прямо таким шок-контентом. Мы смотрим сейчас не дно рынка, а где-то серединку. Но сразу хочу вам сделать анонс, что со следующих выпусков вот там начнется настоящий шок-контент. И он уже, по сути, начался в нашем телеграм-канале. Вот вы по этой ссылочке можете пройти. На самом деле у меня сейчас физически не так много времени на то, чтобы заниматься монтажом, а еще и обдумывать контент-планы с позиции, там, я не знаю, маркетолога, продюсера, психолога и так далее, режиссера. И поэтому я решил выбрать путь святой простоты. Я считаю честным показывать все свои, в том числе даже серые и скучные будни. Я постараюсь урезать, там, чтобы оставить только самые какие-то ключевые моменты. Мы посмотрим 2 квартиры. Мы покажем вам, как работают аргентинские риэлторы. Вот фильтр, который им приходится проходить, точнее, который я им устраиваю, для того, чтобы не тратить время вообще даже на выезды, на осмотр. Потому что вас любыми способами будут стараться завлечь только бы к себе в лапы, а уже дальше или вам что-то другое подберут, или как-то это впарят. Я уже довольно часто стал ходить в муниципалитет по проверкам некоторых объектов для моих клиентов, потому что это хороший способ получить информацию от первоисточника. Для другого клиента, которого буду показывать в следующем выпуске, мы смотрим по дну рынка, опять же, и там столько интересных нюансов, столько граблей разбросано, просто настоящее минное поле. Поэтому в муниципалитет хожу как на работу. Об этом расскажу в следующих выпусках. А сейчас приятного просмотра. Находимся в районе Альберди. Вот здесь рядышком Авенида Колон. И вот в этом здании должна быть квартира, которую сейчас будем смотреть для ребят. Вот, возможно, риэлтор, который нас ждет. Итак, мы входим в здание. Сейчас Фернандо нам покажет. Вот такой здесь вход. Yo lo cierro, ¿sí? Con un llave magnético se abre. Se puede ir por escalera o por ascensor, como quieran. Ага, окей. Это первый этаж, можно либо на лифте, либо по лестнице подниматься. Si quieren vamos por el ascensor y después vamos por la escalera, sí. Bueno. Cacharrito. Перфоратор где-то работает. Музыка отсюда слышна. El departamento está ocupado Ага. por un conocido de la dueña Окей. hasta finales de marzo, digamos. Окей. Con la posibilidad incluso de desocuparse antes si lo necesita. Здесь место для стиралки с фронтальной загрузкой предусмотрено, поскольку это вертикальная, она туда не вмещается. Но если вдруг у вас будет вертикальная, можно вот эту часть, эту секцию стола снимать. Она сейчас просто зафиксирована. Ну, это живет временно парень, поэтому он не стал снимать это ничего. Мне кажется, туда с фронтальной загрузкой не поместится. Не поместится? Почему? Стиралка помещается? Да, тут стандартно, у них стандартно 60 сантиметров ширина. То есть она 100%, я по глазомеру вижу, что 100% войдет. Lo importante es que los dos, tanto cocina como el baño, tienen ventilación natural. Вентиляция натуральная. Sí. Срезанная. Да, срезано. Ну, или оно так заправлено в угол, или срезано. Непонятно. То есть, может быть, там проще было выпилить кирпич, чем срезать ванну. Потому что здесь если тут стандартная технология, железобетонный каркас, заполнение пустотелым кирпичом. Кирпич продолбить несложно, в принципе, под угол этой ванны. Да, это не суть важно, просто выглядит странно. Ну, выглядит очень интересно. Кстати, в нескольких квартирах такое видели. Да, Здесь да. везде. Да, хотя непонятно, почему ванну сюда просто не отодвинуть подальше, да? Почему бы ее просто не сделать больше? Ну да.
Living comedor, sí. Living corridor. Угу. В общем, в обе стороны вид в чужие дворики и на парковку. И dos dormitorios. Sí. Los dos tienen alquiler. Для Карас. Este dormitorio es un poquito más chico. Ага. Tiene acá. Угу. Итак, мы сегодня поедем посмотреть для ребят квартиру за 66 тысяч. Я глянул профиль этого Марко в Инстаграме. Он с 2017 года, видно, в профессии. Ну, такой относительно матерый. Будем смотреть, как получится по цене продавливать, если что, если все понравится. Ну, пока что самым первым делом надо глянуть вообще саму квартиру, насколько она будет иметь смысл в покупке. Но визуально как бы она так ничего, свеженькая, да, и что мне показалось неплохим, это то, что кухня сделана более как будто бы грамотно, там верх весь есть, то есть кухня более привычна нашему глазу. Кухня вообще нормально, в смысле сделана как у нас, плюс-минус. То есть основной момент, почему так дорого решили смотреть, потому что вот там условно квартира за 55, которые смотрели, там сразу видно в большинстве случаев, что надо будет кухню переделывать. Либо не сразу, там, или где-то сразу. Вот, а здесь, в принципе, там сразу видно, что, ну, вот чтобы такую кухню сделать, там еще пятак надо будет сверху как минимум выложить. Но состояние квартир как-то вот мы смотрели. Не, оно уже хорошее. То есть вот это уже, как сказать, такое. Обещают большую площадь и качелу. 70 сколько там? 72, 72, по-моему. Сюда, Ну, в общем, это вот уже такой вариант, когда почти без компромиссов, если там все как по описанию и по фотографиям соответствует. Угу. Что ж, ну посмотрим, насколько будет соответствовать действительности. Находимся в районе Альто-Альберди на улице Санта-Роса. Ждем Марко, который будет показывать нам квартиру возрастом 27 лет, ценой 66 тысяч долларов и площадью 73 квадратных метра. А вы еще не были на этом кладбище, которое рядом? Нет. Кстати, нам сказали, что там цветы надо было покупать на 8 марта. Да, на кладбище на это. Да, мне сказали, что там дешевле, но тут что нет вот такой практики, что дарить цветы как бы... Живым людям? Живым людям, да. А мертвым точно есть. И что возле кладбища дешевле купить цветы, чем в центре. А, прикольно. Потому что в центре там наценка, все дела. И те, кто в Франции хочет купить цветочки Да. для дам, а там, ну, как бы для мертвых дешевле. Для мертвых скидка. Да. Нормально, интересно. И вот мы дождались Марко и входим в здание. Yo les voy a decir. Yo los acompaño. Bueno. Bueno, no sé si querés ir al departamento primero, la cochera, la bodega. Vamos a empezar de la cochera para entender y de dónde pueden, dónde hay el ingreso a la cochera. Tenés por el auto. acá, por escalera, Ага. y si no tenés uno de los dos ascensores, Видел в лифте? Да, конечно. А вы еще таких не видели лифтов? Модный современный. Да, у нас модный. Нужно закрывать, он не совсем автоматический, да? vamos primero a la baulera. Угу. ¿Y qué pueden hacer acá? Y nada, pasear, sentarse, nada más, no mucho más. Bueno. Вход в баулеру. Esta es la baulera, digamos, del departamento, sí. Cada departamento tiene su propio... Acá vos podés, digamos, guardar todo lo que vos quieras, ¿no? Угу. Кто-то делал ремонт. Ну, видимо, да, перед продажей готовили. Похоже. А можем спросить, 73 метра квадратных это сама квартира была или вот с этими? Угу.
Una pregunta sobre la superficie. 73 metros. ¿Es total o cubierta solo? No, sería cubierto. ¿Cubierto? Sí. Del departamento mismo. Sí, hay que sumarle la cochera y hay que sumarle esto. Теперь идем в гараж. Вот камеры безопасности, кстати, висят. Видеонаблюдение. Если вдруг у вас что-то пропадет, будет понятно, кто унес. Человек в капюшоне, черный худи. Так, ага. Esta sería la cochera, ¿cierto? Ага. La entrada está por a rincón de seda Ага. de la calle que la corta. Sí, bueno. La rosa. Bueno. Y la cochera es la número 2, ahorita se usa. Ah, número 2 es de este departamento. Ага. Alquilada ahora. А, bueno. Sí. Ну, по-моему, неплохо, что есть вот такой отдельный с двумя воротами въезд. И проветривается тоже хорошо, то есть не будет там застаиваться всякие запахи. Второе, за этой квартирой второе закреплено. И тут есть туалет. И руки помыть, то есть если там вдруг что-то даже поковыряться сделать с машиной, можно тут и помыть руки. Квартира 5С, это значит 5-й этаж, квартира С. Если 73 квадрата, это значит она должна быть очень большая. Это у нас такой living. ¿Este es el último piso o no? No hay más pisos. ¿Qué vemos del ascensor? Son 2 más. А, bueno. Вид ничего такой. Хороший. Да, еще 2 этажа сверху, так что бояться попадания дождевой воды можно. Не нужно, точнее. Это ты в смысле про наставник? Нет, сверху есть еще 2 этажа, поэтому можно не бояться, что дождевая вода сюда попадет каким-то образом в квартиру. Через крышу, по крайней мере. А задний ворот находится можно, который я вижу? Сейчас посмотрим и узнаем. Так, здесь какая-то что-то насыпано. Вид, конечно, такой себе. А каким двором? Ну вот тут такое бетона. Вот мы сейчас шли от качели, там можно было через решетку вправо войти. Это же вид на кладбище как раз. Это и есть кладбище. Да, но оно же красивое тут. Да, да. Я знаю, но я там не был. Я на гугле просто фотки глянул. Es otro espacio que tiene abajo. Sí. ¿Pueden usar también? Sí. Pueden salir. Ese también. Ese se entra por el costado de las cocheras. Me parece Bueno, que podrían construir un asador allá en Sí. cualquier lado y sería bueno para todos. seguramente eso habría que hablar con el consorcio. Sí, y hay lugar para poner media sombra o algo para relajarse y hacer un bastante buen espacio. Ahí le iba a preguntar yo a la dueña. Так, Era poner, porque ahí tenía espacio. Честно? Нужно запросить план помещения, потому что на 72 нет. Сами 73 квартиры. и что, и все? 2 спальни? Ну да. Типа и зал. ¿Y где тут 73 cuadrata? Bueno, Marco, ¿y podrías pasar después los planos? Sí, Porque no hay ningún problema. en nuestra opinión no es parecido a 73 metros. Puede ser, capaz. A ver, ahí te digo. Hace mucho que lo vi. Мы сейчас вот заглянем сюда. У нас с обеих раковин стекает водичка сюда, в этот сифон. А дальше она должна под воздействием какой-то неведомой силы. Ну, понятно, здесь она переполняется и пошла в трубу. Но труба идет не вниз, а она идет вверх. То есть ее туда каким-то образом надо толкать чем-то, я не знаю. Может, нужен вантус, чтобы вот так вот сюда прокачивать. Да.
Это очень интересное решение. И я не вижу, чтобы здесь подключался слив для стиралки, потому что никакого тройника не видно. На стиралку... Прям в трубу идет какой-то, или у него отдельная труба? Может быть, в теории в стене труба встроена. Но здесь я вижу только кабель электрический, который туда к стиралке пошел. И если тебе нужно перекрыть воду, у нас же обычно делается, просто краник отдельно, стиралку ты берешь, перекрываешь, там, если тебе надо ее отключить. А тут я не знаю, вот насколько позволят шланги и провода ее просто вытянуть сюда вперед, Слушай, чтобы там перекрыть. Позволить, как-то же ее туда Как-то же запихивали, подключали. Значит, они, типа, вытаскивали, Да. включали, и потом обратно туда заталкивали. Да, по логике вещей так и должно быть. Но Но вот. логика тут не будет. Да, я вижу единственный вот вентиль, который перекрывает просто воду в целом здесь на кухне, и все. Ему вот эту часть интересно. Ну ладно, это все просто старенький выключатель, легко поменять. Но вот это нашими глазами смотришь на все это, и не совсем понятно, почему нельзя углубить в стену заподлицо, сделать эту крышку. И вот такая вот система из двух автоматов. Не совсем понятно, насколько там хорошая проводка. Ну вот я вижу, там Старенький, проходит... Старенький. Ну, не настолько старый, что там а-ля алюмишка потрескавшаяся, но тоже не очень новый. Вышли из лифта на 7-м этаже, что является террасой. Здесь есть места для сушки, и тоже, получается, все разделено по квартирам. Esta sería la jaula. De este departamento. Sí, 5C. А, 5C, bueno. Они просто еще и одежду здесь оставили. Угу. Ve ahí uno que tiene un asador ahí, que lo debe utilizar de vez en cuando. А, bueno. ¿Ves? Directamente acá. Ага. Ya. Un asado lo saca y hace Bueno. el asado, lo llevará para abajo, ¿viste? No tiene mucho paso. Ну что ж, совершенно ожидаемо, та площадь, которую мы увидели, оказалась совсем не похожей на заявленные 73 квадратных метра крытой. Скорее, туда включили и пространство на крыше, и в подвале, и, вероятно, еще и парковку. Ну и давайте в двух словах покажу вам, на что приходится тратить время в свои трудовые будни. Вот эта таблица, в которой мы работаем с клиентами, которые ищут себе жилье до 60 тысяч долларов. И вот в комментариях они задали совершенно резонно вопрос по поводу, действительно ли там есть 69 квадратных метров. Сейчас давайте покажу я вам это объявление. Вот такой домик небольшой. Сначала все как бы симпатично. Это у нас столовая или ливин также, то есть зал, столовая, гостиная. Это фасад дома, домик небольшой. Это спальня. Видно здесь, что крыша идет со скатом. И в кухне тоже видно, что со скатом, то есть не кухня, а столовая. Дальше вот еще фотка спальни. Еще фотка спальни. Здесь виден встроенный в стену кондиционер старого типа. И вот она тоже скатная крыша, да, и висящий канделябр. Окей, вот это фотография кухни. И, ну, здесь тоже кухня-столовая. Хорошо, считаем фотографии. 1, 2, 3, 4 одинаковых фотографий кухни. Не знаю для чего, но пускай будут. Вот еще одна. Здесь у нас вид на санузел, а точнее на его вентиляционное окошко. Это еще один вид с еще одним висящим канделябром. Вот еще фотка. Короче, для понимания, только в кухне мы можем видеть, что потолок плоский, то есть нет уклона. Это к вопросу о том, что я, когда разговаривал с риэлтором, сказал ей, что кажется подозрительным, что большая площадь, но мало спален, одна всего лишь. Она сказала, ну там можно наверху еще одну достроить над плоской крышей. Здесь мы видим как раз торчащий наружу вот этот встроенный в стену кондиционер, видим осаду, это такой патио, да, внутренний дворик. Ну, больше особо ничего здесь не видно. Эта фотография, я не знаю, что должна нам передать, ну и вот еще ванна. Теперь, внимание, читаем описание. Здесь у нас указано, во-первых, что дому 56 лет. Допустим, берем на веру. И указано, что 75 квадратов общей площади, 69 крытой. Но когда риэлтор по моему запросу прислала мне планы, что мы там видим? Давайте повнимательнее их изучим. Это сертификат de inspección final, то есть сертификат финальной проверки. Во-первых, здесь год постройки указан, 1954, точнее, это дата приемки. Это значит, дому на самом деле 72 года, а не 56. Смотрим дальше планы. И здесь мы видим вот этот фасад с двумя скатами. И здесь план помещений. Вот эта спальня 3,55 на 3,6. Вот этот living коридор со входом с улицы, санузел, проход, кухня
постирочный узел и вот этот патио. То есть только над вот этой вот зоной можно построить сверху спаленку маленькую. Там 3,4 на 3 каких-нибудь метра. И лестницу делать туда с патио, конечно же, то есть по улице, иначе никак не выйдет. И здесь, если мы еще внимательно посмотрим, суперфиция кубьерта указана 54,7, что наводит на вопросы. Но клиенты пошли дальше, посчитали площади всех помещений, и у них получилось вообще порядка 40. Ну, не знаю, я, конечно, с калькулятором не возился, не знаю, насколько туда действительно считается патио. Но теперь давайте откроем еще вот что. Есть сайт кадастра, где есть кадастровая карта. И сейчас мы туда и заглянем. Значит, вот я нашел этот домик. Он соответствует его расположению и на карте, в том числе на карте Google Maps. То есть сам по себе район хороший, клиенты там уже прогулялись. Рядышком есть большой торгово-развлекательный центр, где есть и кинотеатр, и фудкорт, различные там магазинчики, есть магазин продуктовый и есть строительный. Сам по себе район тоже достаточно спокойный такой. Но теперь давайте открываем кадастровую карту и посмотрим, что мы здесь видим. Площадь участка здесь, вот суперфиция дель террено, указана 73 квадратных метра. Окей, но крытой площадью никак не может считаться площадь, включая задний дворик. И задний дворик там по меньшей мере 3 на 3, а то и больше по тем планам. Соответственно, если мы это откинем, то получится 60 с чем-то. Но ведь планы, которые были согласованы муниципалитетом, тоже неспроста взялись. Не просто там из ниоткуда эта информация, правда? То есть вот эти 54,7 крытой площади, я думаю, это были посчитаны, по крайней мере, верно. И теперь вопрос, как можно здесь в самом деле настроить, допустим, одну комнатку. Давайте посмотрим по снимку Google. Вот это плоская крыша над кухней, окей. И там, может быть, действительно можно было бы построить спаленку одну и сделать туда лестницу по вот этому, по территории патио. И, предположим, родители внизу живут в одной большой родительской комнате, а ребенка селят в эту комнату, где только она наверху. Если ребенок ночью хочет в туалет, то ему нужно спускаться по этой лестнице, идти на патио. Если идет дождь ночью, то под дождем. Ну, вы сами понимаете, в общем, насколько вообще имеет смысл рассматривать такой вариант. Тем более за такие деньги и тем более с таким отношением риэлтора. Ну и теперь вот какой интересный момент. Когда я риэлтору после ознакомления с планами пишу, что я обнаружил, что дата постройки дома 1954 год, согласно планам, не соответствует тому, что указано в объявлении. То есть дому не 56, а 72 года. Ну, тут я даже неправильно посчитал. 70, на самом деле 72. И то, что площадь крытая реально 54,7, но нет там никаких 70 или 69. Она говорит, да, дом действительно старый, но он был обновлен. А типа квадратные метры соответствуют площади участка в 70 квадратов. И пытается отвлечь меня вопросами, для чего мои клиенты ищут, для жизни или как инвестицию там, и так далее. И подходит ли вам или вообще отменять визит? То есть мы уже визит допрограммировали на самом деле. Я указал еще раз, показал, что вот на сайте указаны у них вот такие цифры. И мне просто было интересно разобраться вообще, почему так происходит, почему цифры разнятся прямо настолько. И она мне отвечает, что вот это приблизительные данные, то есть оценочные данные в планах. То есть якобы могут быть неточными. И я в ответ на вопрос, а где можно получить более точные данные, ничего так и не получил. Соответственно, просто делаем выводы о том, как вот работают ребята. Вообще для Полины с Андреем мы посмотрели всего 7 вариантов и остановились на одном из них. К сожалению, какие-то из осмотренных вариантов показать вам мне не суждено, потому что они уехали вместе с украденным телефоном. Вообще я еще хочу сказать, что вот, например, по Полине с Андреем мы в результате сторговали с 55 до 51 тысячи. И для тех, кто не знает, для тех, кто, может быть, пропустил в предыдущих видео, я хочу в 2 словах рассказать, как вообще я работаю. Я беру 3%, как и берут аргентинские риэлторы, только вместо них я это делаю, от стоимости покупки. При этом эту стоимость я стараюсь максимально сбить. И логично, что я как бы в этом не должен быть сильно заинтересован, но в этом есть мой спортивный интерес, потому что я люблю и умею торговаться. При этом для того, чтобы компенсировать вот эту логическую несостыковку, от сторгованной суммы я беру 15%.
Кроме того, за каждый отдельный выезд на осмотр, кроме того варианта, по которому мы проводим сделку в результате, я беру $50. Это с моим поверхностным техническим осмотром и полный видеообзор жилья, который я сохраняю и потом оставляю клиентам для того, чтобы, когда мы смотрим много вариантов, можно было пересмотреть, вернуться к какому-то из них, вспомнить, что там было, чего не было и так далее. Проще сравнивать. И кроме того, у нас есть услуга более детальной инспекции. У меня есть напарник Денис, и мы можем вместе с ним выезжать. Это стоит дополнительные $50. И пока я провожу съемку объекта и задаю вопросы риэлтору, мы с клиентами, допустим, осматриваем объект. Денис в это время ходит со всеми там приборами, со штангенциркулем, условно говоря, и лезет во все щели для того, чтобы обнаружить любые косяки и уберечь клиента от рисков, которые можно здесь приобрести очень даже легко. Поэтому, если вдруг вам будет интересен такого рода сервис, мы при этом можем обсудить каждую из его составляющих отдельно. Например, вам не интересно, чтобы торговался я, вы хотите взять эту ответственность на себя, пожалуйста, я ничего не имею против. Любой из этапов сотрудничества вы можете взять на себя. А эти 3%, которые беру я, точно так же с вас взяли бы аргентинские риэлторы, но при этом их работа заключалась бы только в том, что они вам откроют дверь и мило поулыбаются. Ссылка для связи со мной будет в описании видео.